Всем привет, с вами Инесс, и у меня есть для вас один важный вопрос. Вас тоже запарили все эти бесконечные картинки в дота-пабликах, как контрить того или иного героя? На них же написано какая-то полная фигня. Или это таблица с контрпиками каждому герою. Боже, да там вообще сплошной бред. Алхимик контрит Аппарейшна, а Аппарейшн алхимика? Так кто в итоге кого контрит? Каким образом Лайфстиллер контрит Брюмастера? Антимаг и Спектра контрят Вайда? Я вообще всегда думал, что наоборот. Все эти картинки сбивают с толку и путают новичков. От них вообще никакой пользы и один только вред. В общем, пора положить этому конец. Специально для вас я решил создать собственную рубрику под названием «Полная контра». Рубрика будет включать в себя не только контрпики, но также и все остальные действия, которые необходимы для контры того или иного героя. Первый выпуск посвящен самому любимому всеми герою Пуджу. У Пуджа самое большое количество пиков за всю историю доты, и при этом 50% винрейт. А значит, каждую вторую игру Пудж побеждает. Давайте попробуем разобраться, как ему помешать. Если нам выпадает почетная обязанность стоять на лайне в миде против Пуджа, то главная задача не умирать. Потому что если Пудж делает пару киллов в миде, дальше он сможет стать неудержимым. Так что выбираем из двух типов героев. Мобильные герои, которые не боятся хука, Вивер, Коп, Пак, Потом. Или герои, которые просто сильнее, чем Пудж. Бристлбэк, Разор, Вайпер, Виномансер. А при должном умении против Пуджа отлично стоят Инвокер, Шторм и Лондруид. Есть еще набор персонажей, которые редко отправляются в мид, но также отлично показывают себя против Пуджа. Омни Найт, Абадон, Undying и Дарксир. Откровенно говоря, Пудж далеко не самый страшный мидер. Против него хорошо стоят большая часть героев в доте. А главное в стоянии против Пуджа — это осторожность. Если Пуджу удается утащить вас под свою вышку, каким бы сильным вы не были, скорее всего вам не выжить. Если вы стоите не в миде, а на другой позиции, то против Пуджа есть несколько отличных вариантов. Кэрри, которые могут избивать Пуджа, это Лайфстиллер, Урса, Герокоптер и Фантом Лансер. Очень хороши в Рейс Кинг и Дум. Пудж не может выключить свою горелку под наложенным Думом, поэтому он просто бегает и горит. Старайтесь избегать ватных кэрри героев типа Дроу Рейнджер, Террорблейд, Клинкс, СФ и подобных. Это те самые герои, которых Пудж побеждает чаще всего. В случае, если судьба предоставила вам роль одного из саппортов против Пуджа, то вы тоже можете попортить ему жизнь. Пуджа очень сильно напрягают любые саммонеры, которые не дают кинуть ему хук, то есть Чен, Визаж, Фурион, Энигма и другие. Особняком стоит Бестмастер. У этого героя есть как саммоны, так и бесплатные летающие варды, которые могут обнаружить крадущегося на хук Пуджа. Другой вариант — это брать героев, которые могут спасти себя или союзника от нападок Пуджа. Это Омни Найт, Абадон, Shadow Demon или Тускан. Опять же, старайтесь избегать ситуации, когда вы играете за саппортов типа Crystal Maiden, Лишрак, Лина или Котл. Эти герои достаточно неповоротливы и совершенно не приспособлены к защите против мясника. Немаловажным моментом является правильная игра против Пуджа. Очень важна граппленная группировка. Пудж попросту не может цеплять вас по одному, если вы ходите не по одному. Вторая важная вещь — это, конечно же, варды. На первой минуте поставьте своему мидеру вард, чтобы он постоянно видел Пуджа. Второй вард обязательно поставьте на одну из рун. Очень частая ошибка — не иметь вардов на рунах против Пуджа. В итоге Пудж забирает то хосту, то инвиз, делает фраг за фрагом, все начинают убивать друг друга, где СС, мидер дно, сами вы дно, ну и по списку. А ведь достаточно просто поставить варды, чтобы любой ганк не остался незамеченным. Когда уровень Пуджа приближается к 6-му, нужно обновить вард на руне и поставить варды перед вышками. Или лучше, между вышек, так как Пуджи часто именно в этом районе используют смог. Таким образом вы сможете отследить очень большое количество попыток Пуджа устроить ганк. Если первые 3-5 попыток Пуджа загангать провалится, дальше он становится все менее и менее опасным персонажем. Таким образом, Пуджу полная контра. Ну а вы оставляете свои комментарии, подписывайтесь на канал, пишите, что понравилось, что нет, и до встречи в следующих выпусках. Пока! Ха-ха-ха-ха.